Кто здесь? А перед началом данного видео рекомендую тебе подписаться на канал, который посвящен поискам мистических явлений в самых страшных заброшенных местах мира. Парень снимает паранормальные, страшные и мистические явления, которые происходят в этих местах. В образе охотника на ведьм он исследует загадочные места, в которых обитают призраки, демоны или другая нечисть. Подписывайся, ссылка в описании. Однажды маленький мальчик решил покататься по окраинам своего города и краем глаза обнаружил непонятное заброшенное здание, одиноко стоящее в глуши. С момента создания моего канала я постоянно хотел посетить это заброшенное здание ночью, но что-то или кто-то явно этого не хотел. За все время я снял там целых 2 дневных выпуска. Но как только я начинал планировать ночной выпуск из этой локации, что-то меня постоянно останавливало. Сегодня мы отправляемся на адские развалины. Приготовьтесь, наступает ночь. Ребят, я только-только сюда подъехал и сейчас смотрю на это здание. Я не знаю, что-то видно вообще на камере или нет. Но повторю ту фразу, с которой я начинаю каждое свое видео. Это здание выглядит по-настоящему страшным. Когда я сюда подъезжал, без съемки видео, мне было очень страшно. И я на полном серьезе записывал видео просто самому себе, потому что так просто жить спокойнее. Вот. И когда ты говоришь с кем-то, хотя бы сам с собой, с телефоном, становится не так страшно, как это было бы, если бы я не снимал видео. И на самом деле, в одиночку, без камеры и всего остального оборудования, я бы сюда не пошел. Серьезно. Потому что, ну, сами посудите, как это стрёмно сейчас здесь находиться. Здание находится в очень аварийном состоянии, и даже если здесь никого нет из людей, оно просто само по себе уже опасное. И это играет большую роль на самом деле. Вот такой вот у нас вход. Есть небольшое эхо. Я надеюсь, это звуки ветра. Искренне надеюсь. Странные сейчас звуки были. Но это, скорее всего, шелест листвы, потому что сейчас осень, я уже одел шапку. Поэтому, думаю, это именно так. Здесь кто-нибудь есть? Ау! Здесь кто-то есть? Вроде все хорошо. И сейчас я хочу сходить до того места, где в прошлом году мы видели череп. Дневной выпуск отсюда уже был у нас на канале. Если вы его еще не смотрели, сейчас вылезет подсказка на ваших экранах. Можете его посмотреть после просмотра данного выпуска. Вот так выглядит череп. Просто лежит череп какого-то рогатого скота. И его кто-то сломал, кстати, в прошлом году так не было. Это доказательство того, что здесь явно проводили какие-то обряды. Здесь кто-то явно был из той сферы паранормального, поэтому вот. Но не будем на нем долго зацикливаться, потому что череп как череп. Стрёмные звуки каких-то птиц на улице сейчас происходят. Понятное дело, вам это не слышно, но мне слышно прекрасно. И это просто птицы. Будем на это надеяться, по крайней мере. Так. Главное не зацикливаться. В таких моментах очень можно быстро поймать лживые иллюзии, так скажем.
накручивание самого себя. Блин. Каждый раз, проходя здесь, эта колонна меня пугает. Я честно не знаю, что было в этом заброшенном здании раньше. Потому что вот эта колонна, это какая-то то ли какая-то распределительная штука, зерно или что-то подобное, потому что раньше здесь были рядом поля. Я думаю, это какая-то распределительная штука. Для зерна, для вот этого всего, фасовка, возможно, какая-то. Тем не менее, днем я вернусь сюда для подсъемки каких-либо кадров с квадрокоптера и думаю, сниму для вас видео, взлечу туда на дроне и сниму, что там внутри вообще находится. Потому что мне самому жутко интересно. Давайте подойдем к этому месту. Очень ненадежно выглядит потолок. Если вы вспомните заброшенный детский сад, то по сравнению с этим тот сад был просто игрушкой. Просто какой-то обычной заброшкой. Скорее всего, здесь были трубы вниз, но их спилили. Сами знаете кто. Есть вот такая вот штука. Что-то типа для рабочего персонала. То есть, скорее всего, здесь где-то была лестница вниз. Вот так вот. По ней забирались люди и уже ссыпали туда, через эту штуку какой-то материал, что-то, короче, сыпучее или льющееся. Не будем на нем зацикливаться. Проведем здесь эксперимент. Черт! Ху-ху-ху! Вот сейчас я поехал на вот этой зыбучей штуке вниз, чуть не соскользнул и не упала. Упасть здесь это просто самоубийство, потому что сзади кирпичи, возможно, какие-то штыри. Это было бы очень плохо. Здесь кто-нибудь есть? Я знаю, что эта фраза принадлежит не мне, но все же. По-другому я не знаю, как сказать. Так, ладно, вроде никого нет. Думаю, стоит начать эксперимент с ЭГФ. Итак, сегодня у нас ЭГФ, поэтому мы проверяем 3 приложения. Поехали. Первое и второе приложение принадлежит разработчикам GhostTube. Они делают приложения и заявляют о том, что эти приложения действительно работают. В их политике конфиденциальности написано о том, что GhostTube не использует какие-то заранее записанные звуки и производит их по мере их появления. Поэтому, думаю, давайте начнем с самого неинтересного. Это простое приложение из интернета для EGF. Мы видим такой вот немного убогий дизайн. Включаем ее. Для начала надо включить громкость. Вот так оно примерно работает. Еще бабочки летают. Мотыльки, точнее. Итак, давайте зададим вопрос. Здесь кто-нибудь есть? Мне показалось сейчас, или женский голос сказал «да». Возможно, я не понял, просто давайте попробуем еще раз. Здесь кто-нибудь есть? В общем, непонятное приложение. Очень быстро пролистываются станции, и услышать что-то просто нереально. Тем более качество этих звуков оставляет желать лучшего. И я услышал в них английскую речь. Поэтому, скорее всего, в этом приложении просто заранее записаны уже готовые звуки. И здесь нет ничего необычного. Поехали дальше. Итак, следующее приложение, которое мы проверим, это GhostTube. Это приложение должно генерировать звуки
при помощи появления каких-либо электромагнитных волн. То есть помните, в прошлом выпуске из «Ночной заброшки» про заброшенный детский сад мы включали приложение, которое улавливает электромагнитные волны. Тут то же самое, только одно из этих электромагнитных волн делает различные страшные звуки, которые на самом деле являются результатом его работы. То есть то, что содержится в этих электромагнитных волнах, в теории передается и преобразуется в звучание. И таким образом можно связаться тоже с миром мертвых. Поэтому предлагаю сейчас это попробовать. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Что? Мы тебя просили? Или что он там сказали, я не разобрал особо четко. Уходи! Кто здесь? Я четко слышал звуки шагов сейчас. И в приложении сказали мне уходить. Кто вы? Заметьте, сейчас звуков нет и пока что. Офигеть. Просто офигеть. Вот это мощное приложение, конечно. Черт. Фу, блин, как пугает, офигеть. Кто здесь? Уже ответ был, в принципе, на этот вопрос. Кто здесь есть? На 2 миллиона. Процента. 2 миллиона процента? Чё? Офигеть. Вот это уже настоящее предложение, оно работает с помощью радио, напоминаю. Поэтому ему и требуется доступ к интернету, потому что он использует радио именно из сети интернет. Вот. И это действительно правда. Поэтому в следующий раз мы будем использовать именно эти приложения в своих выпусках. И что это такое? Чего? Фух, капец. Стримота, конечно, вообще. Приложение очень стрёмное. Очень стрёмное и рабочее, 100%. Постоянно встречается какая-то одежда, причем одежда, знаете, для детей. Вот такие вот маленькие размеры, вы просто сравните с моей ногой. Маленькая достаточно одежда. Не знаю, что она здесь вообще делает, почему она здесь лежит. И почему ее так много. Но факт остается фактом. Вы не устали? Возможно, мне кажется, повторяюсь, возможно, сейчас на монтаже я смотрю и угораю над этим. Фух. Стремновато. Стремновато, ничего не скажешь. Давайте зададим вопрос, решающий для этого приложения. Если здесь кто-то есть, кто вы? Как вас зовут? Что вам нужно? Собак. Компаньон. Собака. Впадина. Собака впадина. Что это может значить? Собака впадина. Что это значит? Я так понимаю, это значит, что они не будут отвечать. Перейдем давайте к следующему приложению. Это GhostTube CLC. Первое было Vox. Что это значит? CLC это определение призраков с помощью камеры. И я думаю, самое жуткое приложение это именно это, потому что, как я напоминал ранее уже, GhostTube никогда не использует лживые какие-то фейковые данные. Он всегда действует на результат. Первое мы проверили, в принципе, ответы меня не устраивают абсолютно, потому что, когда я спросил, что им нужно, они ответили на мой вопрос.
И мне уже сейчас хочется отсюда убраться, но давайте проверим последнее приложение. Он определяет какие-либо непонятные объекты в кадре. Вот, допустим, смотрите, направлю на граффити, и, возможно, сейчас здесь он найдет призрака. Хотя нет, не находит, хотя до этого нашел. Сейчас давайте отойдем вот так. Как это работает? Погодите, я не могу понять. Нет, сейчас не находит. Но вот надо направлять во тьму, вдаль, и тогда, возможно, он найдет что... Опа. Черт. Вот он определил полностью столб как какой-то человеческий объект. Как вы можете понять, он ищет именно человеческий объект в кадре. Я думаю, стоит именно, знаете, что делать? Давайте попробуем записать видео, как это вообще работает. Я думаю, стоит ставить такое приложение на штатив в каком-либо здании, включать запись и... Вот опять же вдали была какая-то штука, вот там вот. Думаю, стоит включать его на запись, ставить штатив и оставлять в одиночку, чтобы он находил позже кого-то в кадре. Потому что я думаю, это приложение предназначено именно для этого. Никак иначе. Потому что когда ты ходишь, приложение само по себе находит разные объекты в кадре и считает их за призраков. Поэтому это работает как-то немножко иначе. Вот я направил вдаль, там ничего нет. Да и там тоже он ничего не находит. Вот опять нашел столб. То есть оно предназначено для немножко других целей, поэтому я думаю, стоит именно в таких условиях, каких я... Опа. Вы что делаете, пацаны? Так же нельзя пугать. Они просто сделали свою рекламу, и у меня все потухло, я уж испугался. Фух. Вот опять же он нашел здесь человека, как вы можете заметить. Ну, то есть это приложение явно использовать нужно не так, а ставить его на штатив. Поэтому, я думаю, смысла проверять его дальше и нет совсем. Так, предлагаю, собственно говоря, выбираться из этого места, потому что от него действительно исходит странная энергетика, и приложение GhostTube, которое использовало радио, действительно, мне кажется, работает, потому что я не могу никак объяснить, как приложение смогло четко отвечать на заданные мной вопросы. И если вы знаете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я не знаю, чего ожидать от этого места дальше. Я не буду сейчас выключать камеру, но не вставлю это, скорее всего, на монтаже, потому что, ну, а мало ли что произойти может вообще со мной, и это меня пугает. Поэтому я буду разговаривать с вами, хотя не вставлю этот выпуск, скорее всего, просто чтобы себя успокоить. Вот, как-то так, буду выбираться из этого места, здесь больше смотреть нечего. С вами был Никита. Спасибо за просмотр, всем пока.